Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим, как внутренний критик тебя разрушает. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Единичка. Ну, знаешь, я вижу, как ты сама себя загоняешь в ловушку. Восьмерка мечей, она вот прям, мне кажется, любимая у всех женщин. А что у тебя происходит? Ты постоянно сравниваешь свою жизнь с другими. Особенно вот с теми, кто в соцсетях там улыбается, кажется, все идеально. И твой внутренний голос, он тебе шепчет: у нее вот все получается, а ты даже на эту, как ее, на пробежку не бегаешь, да, там на зарядку не делаешь. Это как будто вот ты связала себя по рукам и ногам, а потом злишься, что ты не можешь двигаться. Но дело не в них, нет. Дело в том, что ты веришь этому вранью в соцсетях. Ты вот видишь у них там праздники, успехи, новые платьишки, фотографии с цветами. И думаешь, что у тебя все еще хуже. А в прошлом месяце вообще отказалась там пойти с подругами в кафе. Ты сказала: я устала. На самом деле ты боялась, что они заметят, как ты там пополнела, да? Или спросят про работу, про деньги. Но ты сама отрезала себя от поддержки. Хотя они тебя, никогда не осуждали даже. Вот этот внутренний критик — это твой самый строгий судья. Он тебе вечно шепчет: не высовывайся, там громко не смейся, ты не справишься. И ты слушаешь, а потом ты удивляешься, почему сил нет. Вот ты как раз и застряла в этом цикле. У тебя страх, сравнение, самобичевание. Можно еще добавить там один пунктик — слезы. Но выход есть. Перестань кормить этого монстра. Вот в следующий раз, когда там подруга позовет в кафе, ты иди. Даже если тебе кажется, что ты там недостойна. Понимаешь? Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечка, ты знаешь, ты вот тот человек, который всегда все делает как надо. У тебя там работа, семья, кредит, фитнес, все по списку идет. Со стороны кажется, что ты идеальна. И карьера есть, да, и дом убран, и детки накормлены. Но внутри ты пустоту чувствуешь. Ты как будто роль играешь вот этой жизни. А ты настоящую себя как будто спрятала там, где-то там далеко, что ты даже не помнишь, какая ты на самом деле есть. И вот твой внутренний вот этот критик, вот как называется паразит, который книги в алфавитном порядке? Перфекционист. Да, ты вот, он вот этот вот у тебя. И он требует вечно: ты должна быть лучше всех, ты должна быть лучшей матерью, не смей там о помощи просить. Или там ты обязана все контролировать. Иногда ты плачешь после того, как там ребенок там 2 получил, иногда не выдерживаешь. Вот ты винишь себя, а не ребенка. Но это же не забота, это страх. Это страх, что кто-то увидит твою неидеальность или там неидеальность твоей семьи. И ты заглушаешь свою интуицию вдобавок. Например, когда ты вот работу сменить хотела на там более спокойную, более, более денежную, но ты передумала, потому что у тебя в голове: а что подумают? Я же должна там расти на это, зачем я перейду на туда? Буду думать плохо обо мне. Или мечтала по моему по моему совету на месяц в деревню хотела уехать. Но побоялась,
Потому что скажут, сбегает от всех, от семьи сбегает или вообще ленивая. Знаешь, перестань измерять себя чужими мерками. Разреши себе быть живой. А быть живой — это же не всегда носик кверху, да? Это и уставшая, и в сомнениях, иногда неуспешно. Ну, ты же не робот. Давайте перейдем к третьему варианту. А троечки воюют. Вот троечки воюют со всеми и сразу. На работе ты доказываешь, что ты достойна там повышения, дома с мужиком со своим споришь, кто прав там в мелочах каких-нибудь. Даже в магазине ты готова ругаться из-за очереди. Вот ты все время в обороне. Как будто вот весь мир для тебя — это поле боя. А твой внутренний критик, он масло в огонь подливает. Докажи, что ты сильная. Не вздумай показать слабость. Не будь этой, как ее, серой мышкой. Знаешь, пора понять одну вещь. Ты не обязана все контролировать. Мир, он не перестанет вращаться, если ты на неделю сбавишь там обороты свои. Твой страх вожжи отпустить от жизненной, да, это и есть корень самокритики. Ты себя ругаешь за каждую ошибку, потому что ты считаешь, что там малейший промах — это катастрофа. Но это ж не так. Иногда можно просто молча там вытереть разлитый вот этот кофе и чай и обнять того, кто рядом. Вот просто так.